Привет из Светлогорска! Я приехала в Калининградскую область и сегодня хочу показать вам главные достопримечательности моего любимого курортного города на Балтийском море. Загляните в описание под видео, я там оставила карту и прописала маршрут. Светлогорск – морской город с чистым воздухом и размеренной жизнью. Кажется, будто время в нем течет медленнее, чем в других местах. Жители города и туристы никуда не спешат. Поэтому я решила начать экскурсию по Светлогорску с озера Тихое. В любое время тут обязательно кто-то гуляет и любуется утками, лебедями и фонтаном. Птиц кормить не стоит, об этом напоминают плакаты. Возьмите на прокат велосипед или лодку, посидите в беседке с книгой, погуляйте по лесным тропинкам. Или познакомьтесь с импозантным седовласым смотрителем озера. В 14:30 он проводит бесплатные экскурсии. Каждый день, кроме понедельника. Ждите его на смотровой площадке рядом с тренажерами. В парке озера Тихое есть несколько детских и спортивных площадок, а еще вот такая штука с музыкальными инструментами, можно попробовать свои способности, и дорожки для прогулок. Так себе из меня музыкант. По вечерам многие приходят сюда с семьями. Здесь становится по-настоящему оживленно. На берегу озера можно увидеть 3 многовековые липы. Одна из них имеет статус памятника живой природы. Ей больше 450 лет. Это важная достопримечательность Светлогорска. А еще в этом парке построен амфитеатр. Здесь летом будут проходить концерты, там дальше есть выставочная площадка, то есть вокруг озера будет кипеть такая активная культурная жизнь. А вот здесь находится веревочный парк. Интересно будет и детям, и взрослым. Он рассчитан на любые категории людей. Озеро Тихое в Светлогорске нужно увидеть обязательно. Сделайте фотографии со скульптурами, поплавайте на лодке среди птиц, прокатитесь на троллее над поверхностью воды, полюбуйтесь озером с качелей. Никуда не торопитесь, поймайте курортное настроение и отправляйтесь исследовать Светлогорск. Следующая остановка – место, где живет сказка. Одна из важных достопримечательностей Светлогорска – это макет средневекового Кёнигсберга. Тут более 500 деталей, и все они сделаны из керамики. Обязательно здесь побывайте. Макет находится в переулке Гофмана. Все домики продуманы и сделаны с большой любовью. Уверена, что во время отпуска вы заглянете и в Калининград. Сравните, как выглядел город тогда и какой он сейчас. А рядом находится отель «Дом сказочника» и десятки сказочных персонажей. За мной находится скульптура, изображает она писателя Гофмана и называется «Двойственность внутреннего мира». Гофмана вы, наверное, знаете по «Щелкунчику», это самое его знаменитое произведение. И говорят, что великий сказочник сам испытывал внутренние противоречия все время. Он был известным и успешным юристом и в то же время был настоящим творцом, писал сказки, музыку. И вот эта вот скульптура отражает противоречия в его душе. А еще Гофман был известным музыкантом и даже сменил свое второе имя на Амадей. Угадайте, в честь кого? Здесь есть и другие сказочные персонажи. Например, герои братьев Гримм, тоже немцев. Зачем люди едут в Светлогорск? Конечно, за курортной атмосферой и ради моря. Отведу вас в очень красивое место. Сейчас я нахожусь на территории санатория Янтарный берег. Здесь очень классный парк, и сюда можно зайти бесплатно, вообще абсолютно всем, вход открыт. И сейчас я вам покажу, здесь есть очень классная смотровая площадка, о ней мало кто знает. Погуляйте по территории санатория, а затем отправляйтесь по тропинке в сторону берега. Наградой будет чудесный вид на Балтийское море.
Посмотрите, какой красивый тут вид и без толпы туристов. Делайте фотки сколько хотите. Спуститься на променад комфортнее в другом месте, так что с территории санатория мы уходим. Попасть на променад можно пешком по лестнице или на канатной дороге. Сейчас я поеду на канатке. В кассе нужно купить билет, он стоит 50 рублей. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. Билет действует только в одну сторону. Когда-то на этом месте был фуникулер в начале 20 века, но потом советские власти его разрушили, и здесь появилась канатная дорога. Вообще-то высовываться нельзя, но уж очень хочется. Кабинок тут немного, а дорога занимает около 3 минут. Вот я спустилась на канатной дороге, и направо променад, налево пляж. Тут же можно взять что-то перекусить, попить или пойти в ресторан. Но я сразу отправлюсь на песчаный пляж Светлогорска. Светлогорск — это еще и пляж. Он, конечно, небольшой, и это не как в Турции, лежаков здесь нет, но сейчас я вам покажу, какой он. На самом деле классный, и искупаться можно. По песку приятно идти босиком. Он напоминает крахмал. Рядом с водой россыпь маленьких камней. Среди них можно легко найти янтарь. Он не такой красивый, как у торговцев на променаде, но все равно приятно. Сейчас конец сентября, и я хочу потрогать водичку в Балтийском море, потому что некоторые люди еще купаются. Я хочу узнать, как мне это будет. О, песок холодный. В Турции в начале марта была примерно такая же вода, но как бы окунаться я точно не стала. Я не раз видела, как туристы купаются по утрам, когда температура воды и воздуха держится на уровне 15 градусов. Вы бы рискнули? А сейчас идемте смотреть важную достопримечательность Светлогорска – променад. Солнечные часы с красивой мозаикой делят его ровно пополам. Направо – новый променад, налево – старый. Часы стоит сфотографировать. Удобно сделать это с лестницы. Я сначала пойду на новый променад. На нем пока нет достопримечательностей, зато все продумано для пешеходов, бегунов и велосипедистов. Гуляй, сиди на лавочке, любуйся морем. Променад широкий, тут никто друг другу не мешает. А это старый променад. Первая достопримечательность – скульптура нимфа. Изначально у нее не было вот этой мозаичной раковины, она пострадала в войну во время бомбардировок, и потом ей приделали вот эту раковину, чтобы было незаметно потерь. Пройдите дальше. Рядом с отелем Гранд Палас стоит один из символов Светлогорска – скульптура Ундины. По легенде, встреча с ними предвещала мужчинам беду. Они теряли голову от любви. А вот Ундина Светлогорска, говорят, приносит удачу, если к ней прикоснуться. Некоторые уголки Светлогорска напоминают о курортной жизни в СССР. Рядом с канатной дорогой стоит вот такой советский автомат с лимонадами. Хочу купить стаканчик, попробовать. Стоит 40 рублей. Я возьму тархун. Это самый коньяк. Полнющий стакан.
Ой, пахнет обалденно и на вкус прям классный. Возьмите стаканчик и отправляйтесь наслаждаться морским воздухом. Почувствуйте беззаботность курортной жизни. Янтарь-холл мог стать большим недостроем. Его начали строить в 2008 году, а потом бросили. Если бы в 2014 году не понадобилось перенести куда-то фестиваль «Новая волна», то его бы, наверное, не достроили. А тут взяли в рекордный срок, все доделали. Правда, фестиваль потом уехал в Сочи. Зато здесь сейчас проводят фестиваль КВН. Если не знаете, чем заняться в Светлогорске вечером, оцените репертуар в Янтарь-холле. Спектакли, кино, концерты. Тут всегда что-то происходит. А прямо за театром эстрады находится огромный зеленый парк. Тут можно погулять, покататься на чем-нибудь и полюбоваться морем со смотровых площадок. В Светлогорске очень много вот таких вот спортивных площадок. Они есть и в парках, на набережной, просто во дворах. Вообще, это прикольно, можно бесплатно заниматься. Всегда внимательно смотрите по сторонам. Светлогорск славится небольшими симпатичными скульптурами. Вот героиня из «Щелкунчика», например. А это центральная часть Светлогорска. Это место напоминает Европу. На площади стоят торговые домики и необычные скульптуры. Рядом расположились рестораны, а неподалеку находится знаменитая водонапорная башня и грязелечебница. Дорожки тут повсюду вымощены булыжником, а вокруг много зелени. Если отойти немного в сторону, можно найти исторические дома начала 20 века. В описании под видео я оставлю ссылку на статью, в которой подробно расписала информацию о достопримечательностях Светлогорска и отметила их на карте. У меня за спиной находится органный зал Светлогорска. Изначально это место было кирхой, а в советские годы стало складом. Потом его выкупила компания Макаров и на свои деньги отремонтировала. Сегодня это великолепный органный зал. Тут проходят концерты, обязательно побывайте. А это памятник выдающемуся русскому ученому Ивану Павлову. Но в Светлогорске есть легенда, что на самом деле это не он, а Роберт Кох. Просто советские власти уничтожали все немецкое наследие и не хотели, чтобы здесь сидел немец, поэтому заменили его русским коллегой. Говорят, они просто были очень-очень похожи между собой внешне. Гуляя по Светлогорску, отыщите скульптуру царевны-лягушки. Обменяйтесь с ней поцелуем, чтобы исполнилось заветное желание. Я проверяла, и это работает. Найдите цветные домики, сфинксов и макет Калининградского острова Канта. Погуляйте по старым улочкам и подышите лесным воздухом. В Светлогорске очень много котов, и посмотрите, вот даже есть кошачий дом. Их тут подкармливают. Вы быстро поймете, что Светлогорск не похож ни на один другой город. Он чистый, зеленый, спокойный. Впервые я побывала в нем год назад. Уезжая, я точно знала, что вернусь еще раз. При желании все эти места можно обойти за один день, но я бы посоветовала вам приехать в Светлогорск на несколько дней и растянуть удовольствие, чтобы никуда не спешить и насладиться всеми достопримечательностями. Ставьте лайк, если вам понравился Светлогорск, и обязательно подпишитесь на мой канал. Пока!